не в эфире. А фиг я болтаю. Я пошла тогда. Мы еще не в эфире. Так, все, пошел. Так. Вот так вот. Всем привет. Так, всем привет. Угу. Так, эфир пошел. Немножко будет задержка у нас. Так, я вижу себя, но я не вижу весь экран. Девчонки, включайте видео. Угу. Так, все есть, вижу. Все, я вас вижу, мы в эфире. Юля, так, Юля, смотри, она шутит. Ну что, друзья, все, кто нас, я понимаю, что кто-то нас будет смотреть в записи, кто-то подойдет к нашему эфиру в прямом, уже вот сейчас, скоро. Поэтому давайте так, мы начнем с того, что я приветствую вас, как всегда, на своем канале. Сегодня у нас вторник, 12 часов, а 12 часов значит онлайн-агентство. Но онлайн-агентство мы закрыли, следуя закону о коронавирусе, даже в онлайне теперь нет такой вот необходимости его проводить. Но тема есть, да, тема есть, и она волнует сегодня не только Испанию, и не только Америку, то есть весь мир сейчас вот в таком непонятном состоянии находится. И мы с вами собрались, я сегодня пригласила блогеров, таких блогеров, которых я сама смотрю, да, людей, которые мне самой интересны, поэтому, как говорится, да, в свой дом зовешь тех, кого тебе. И прошу вас, да, то есть как бы оценить это, и, ну, то есть пусть мои друзья станут вашими. Ладно, об этом мы потом поговорим. Давайте девчонки представятся, сами расскажут, на каком ресурсе они работают, потому что это действительно влиятельные блогеры, люди, которых смотрят, к мнению которых прислушиваются. Давайте начнем, наверное, с Иринки. Да, Ирин, с тебя? Потому что у нас есть, видите, еще маленький ребеночек. Привет всем, да, вот, все, включилась. Я не работаю на площадке, ну, хочу сказать, что в Инстаграме это не моя основная работа, я работаю тренером. У меня блог – это скорее хобби. Вот, веду я блог в Инстаграме, веду уже несколько лет, в принципе, с того момента, как приехала в Испанию. Не знаю, надо ли рассказывать, как я приехала, откуда вообще... Ты говори об Испании. Давай так, мы сейчас договорим. Видите, ребят, смотрите, мы не готовились, сценарий не прописывали, мы сами вот встретились буквально друг с другом 15 минут назад. Поэтому ты можешь вкратце, давай, откуда приехала и когда? Вот интересно, сколько времени ты в Испании? Приехала я из Петербурга, и в Испании я уже 4 года. Я замужем за испанцем, и вот у нас недавно родилась маленькая дочка. Мы живем в пригороде Аликанте, то есть не в самом городе, а в пригороде, за городом живем, в небольшом поселке. Поэтому, в общем, всю ситуацию я вижу с двух сторон, потому что в Аликанте мы, естественно, бываем, ну и сами видим то, что происходит у нас. Понятно. Но смотри... Да. Да-да-да, говори. По Инстаграму, работаю я фитнес-тренером, работаю официально по контракту, и поэтому меня это еще коснулось со стороны работы, потому что вот мой фитнес-центр прикрыли пока что на 15 дней. Я услышала не фитнес-тренер, а бизнес-тренер. Думаю, так, эту часть твоей жизни я немножко так вижу, но совсем чуть-чуть. Больше вижу тебя как фитнес-тренер. То есть фитнес-тренер у нас есть, то есть человек, который на Инстаграме имеет, у тебя достаточно большое количество подписчиков относительно твоего хобби, скажем так. Юля, включись, пожалуйста. Да, и с Аликанте. То есть у нас Иришка, она с Аликанте. Юля, давай. Жги. Жгу. Ого. Меня зовут Юля, я журналист, блогер, гид по Барселоне, который, наверное, сейчас будет перепрофилироваться в фуд-блогера или еще во что-то другое. Потому что, судя по всему, с туризмом у нас на ближайший месяц-полтора будет очень весело. Я в Испании, я живу в Каталонии, но не в самой Барселоне, а между Барселоной и Таррагоной, в лучшем городке каталонском для детей на море, Виланова и Жельтру. Я здесь живу в Испании уже 16 лет.
Ну и тоже наблюдаю эту ситуацию изнутри, то, что у нас происходит в Каталонии. У нас очень все быстро меняется, я думаю, так же, как и во всей Испании. То есть буквально в прошлый вторник, ровно неделю назад, мы с туристами гуляли по Барселоне, ну, что-то поговаривали тут про вирус, не было групп китайцев, не было групп японцев и не было круизников. То есть Барселона была пустая, но все было открыто, везде мы гуляли, все музеи, все Так, рестораны. тормозите, а куда понесло-то, я не И пойму. ничего не предвещало, меня понесло по кочкам. Но это я вам говорю, что в Каталонии, то есть что сейчас вот у нас тут, и сейчас происходит то, что происходит. Вот видите, Об человек... этом мы поговорим. Стоп, все, я тебе сейчас микрофон отключу. Понесло по кочкам. Смотрите, друзья мои, то есть сейчас мы немножко, так как мы чуть-чуть раньше зашли в эфир, чтобы чуть-чуть вас подождать, потому что я знаю, что информация заходит позже, поэтому мы чуть-чуть представились. То есть, смотрите, Юлю я знаю как хорошего гида по Барселоне, то есть люди ее, грубо говоря, заказывают, если можно так сказать. То есть человек, который, да, отдает, поэтому ее куда понесло? Она много чего делает для людей, поэтому вот ей хочется всего и сразу. И в одном... Смотри, она меня сейчас перебивать будет. Да. Смотри, втроем не договоримся. Смотрите, теперь для тех, кто сейчас уже зашел в прямой эфир, друзья, у вас с правой стороны есть чат, то есть вы в чате можете писать ваши вопросы. Вот, Сережа написал уже привет. Кто видит Сергея, тот может ему ответить. Вот я сейчас ему тоже отвечу, чтобы вы видели в правом углу чат, куда мы ждем ваших вопросов. За основу мы сегодня взяли статью в Суре, в испанском издательстве, причем эта статья уже разобралась, ее разобрали на цитаты, причем с присвоением авторства. Меня почему-то это возмутило, я не знаю почему, как будто мою собственную. То есть мы решили ее озвучить, то есть она была опубликована в Суре 2 дня назад. Я, если хотите, если нужно будет, напишите нам в чате, я вам ссылку скину, она на испанском языке, и вы сможете ее сами там почитать, процитировать. Опять же, почему была взята эта статья? Потому что она составлена в форме вопросов и ответов, которые мы сейчас с девчонками будем озвучивать. Мы также будем зачитывать, что пишут в Суре по этому вопросу, и давать свое мнение по этому, вот именно по вот этим вот кусочкам. А ваша задача, смотрите, я задачи вам ставлю, вы пишите нам вопросы, и мы с удовольствием на них ответим, потому что у каждого из нас в своих соцсетях вот эти вопросы звучат. Вот даже сейчас, в сию же минуту мне пишут, можно ли после 20:00 выходить на улицу и так далее. Мы попробуем благодаря сейчас вот этой статье вам на эти вопросы, на какие-то вопросы ответить. На какие у нас не получится, вы, я думаю, нас поддержите и зададите свои, потому что каждого волнует своя история. Сейчас я спрашиваю еще девчонок, чтобы вы видели, как это происходит, чтобы, да, такой пример покажу. Вот я хотела спросить Ирину. Ирин, смотри, ты очень много даешь информации, то есть в сторис, несмотря на то, что у тебя маленький ребенок, да, то есть ты, казалось бы, мама занята, дом, муж, ребенок, но ты все равно отдаешь себя вот в соцсети, да, то есть ты делаешь репортажи, и они достаточно интересные. Друзья, кстати, ссылки на ресурсы и Юли, и Ирины в описании уже к этому видео, я заранее подготовилась, и в Инстаграме вы их можете найти, то есть подписаться и за ними следить. То есть почему ты это делаешь? То есть что тебя, вот ты говоришь, это мое хобби, вот почему? Я скажу потом, откуда этот вопрос, но вот хочется сначала ответ. Ну, поскольку я всю свою жизнь работаю с людьми, я, в общем, привыкла отдавать, потому что у меня работа такая, я отдаю, даже когда веду тренировки, отдаю очень много энергии. И, в принципе, мне, ну, скажем так, не безразлична судьба и наших русскоговорящих, те, кто живут в Испании, потому что, естественно, очень много со своими подписчиками я общаюсь в директе, очень много мне пишут, со многими мы, ну, можно так сказать, у нас дружеские отношения. И многие тяжело переживают эту ситуацию сейчас. И вот сегодня, например, даже я выложила доступ к своим онлайн-тренировкам, потому что люди, правда, переживают, появляются даже какие-то немножко агрессивные уже комментарии. Но я думаю, что это связано с тем, что все-таки люди очень сильно переживают и недостаток информации.
потому Мгм. что многие не верят тому, что происходит, ну, по телевизору, то, что показывают, ту информацию, которую предоставляют. Все думают, что это какие-то политические войны, что людям это выгодно. Ну, в общем, вот так вот. И никто не понимает, кому верить. А все-таки человеку, за которым ты наблюдаешь, вот так вот за его повседневной жизнью, когда видишь, что вот человек там идет в магазин или еще куда-то, доверие, ну, несколько больше, тем более, ну, вот как свой человек, это вот как друзья, да, Да-да-да. поэтому вот считаю, скажем так, ну, не то чтобы долгом, но, в общем, мне приятно быть полезной. Отлично. Юль, ну, естественно, тебе такой же вопрос. Почему ты, то есть вот, почему ты этим занимаешься, помимо того, что ты журналист? Потому что к журналистам у нас тоже такое, знаешь, преджач, у нас такое странное отношение к журналистике, ну, потому что, как к риэлторам, да, в свое время, то есть есть определенное понятие о профессии. То есть почему ты это делаешь? Почему ты сразу же, вот как только я позвонила, вот мы с девчонками договорились буквально за 2 часа, вы не поверите, друзья. То есть мы не вчера связывались, я просто шла утром гулять с собакой и думаю, а почему нет? И ответ был сразу же. То есть это у меня даже мурашки. Юль, почему для тебя? Что это для тебя? То есть вот то, что ты говоришь, что для тебя вот эта ситуация? Не, ну, как говорят, журналистов бывших не бывает. И тоже некоторые сидят сейчас дома, что там в этом скучно, печально, грустно, и заняться нечем, и они тоскуют. У меня дым, пар из ушей идет. То есть я сейчас записала первую для телевидения один эфирчик. Вечером у нас будет с Греции прямой эфир в Инстаграме на моем рекурсе в 9 по Москве, если хотите, что в Греции происходит, что у нас происходит. Многие говорят, вот вы типа хотите словить хайп вот на всей этой ситуации. Если вам интересно отношение именно мое к этой ситуации, не то, что даже к моим действиям, даже вот именно к ситуации. Ага. То есть почему я начала сначала говорить, что все развивается очень быстро, и что неделю назад мы еще совершенно спокойно гуляли. И тогда, в принципе, ситуация изменилась очень сильно, но отношение мое к ней, в принципе, особо не изменилось. То есть то, что сейчас говорит, и то, что сейчас делает премьер-министр или кто там есть в Англии, в принципе, я с ним согласна и согласна со многими, что вирус, он уже выпущен из-под контроля, что мы все переболеем. Ой, без вариантов. То есть будет у нас карантин, угробят они экономику, мы все равно переболеем. Просто да, при данном раскладе мы будем болеть медленнее. То есть вся эта нагрузка не упадет на плечи там медиков, больниц, поликлиник за там 2 месяца, она упадет за полгода. То есть вирус это такое дело, тоже вот я смотрела многие разные интервью, что вирус, он это адаптация. То есть вирус, он сам по себе ничего плохого не хочет. То есть он вирус, он живет спокойно, так же как грипп, так же как что-то, что он просто, к нему нужен какой-то иммунитет. Как раньше там умирали от чего-то другого, потом не умирают. То есть это, в принципе, как это не печально, как это, возможно, не жестоко звучит для многих, но у нас вариантов нет. То есть Так, карантин стоп, или стоп, без стоп, карантина, друзья. мы все переболеем. Вот, Вот и это на цитаты, подожди, на цитаты, дай вырежу сейчас, чтобы мне потом это писать. Все переболеем, понятно. Ой, боже, как... нет, цитаты вообще изначально это не мои, а мнение тоже это изначально не мое, но то, что я смотрела, слушала, то есть так, протирайте. Я кашляю 1,5 месяца, возможно, я его в себе уже ношу давно. Но я, может, нет, я серьезно, я кашляю. Мы тут простыли в начале февраля, потом я уехала в Сибирь, не поправившись до конца. Но это у меня у организма такая традиция, что после простуды он мне долго очень кашляет, и жить этот кашель очень сложно. Друзья, вывод следующий. То есть, если вы вдруг закашляли, если у вас, вот у меня психосоматика такая, я только подумаю о кашле, мне покашлять захочется. Мы То есть, не пьем. впадайте, да, чаек, и не впадайте, пожалуйста, в панику. То есть, это не значит, что вы уже заболели. И, как сказал премьер-министр Англии, даже если он так считает, это его мнение, мы будем защищаться чесноком, я не знаю, всеми средствами, чтобы с нами этого не случилось. Меня в этом вопросе больше волнует поведение
поведение людей. То есть потому что я сама просыпаюсь каждое утро, и каждое утро начинается с того, что ничего не понятно. То есть как, что и... То есть тут вопросов-то, наверное, больше, чем ответов. Мы, конечно, мы не эксперты и не претендуем на то, что мы прям вот четко понимаем, как это все будет происходить, но, скорее всего, никто это не понимает. Сейчас наша задача, знаете как, жизнь продолжается, да, и давайте посмотрим, что приняла Испания по этому вопросу конкретно, да, озвучим, что написал СУР по этому поводу, как СУР ответил на вопросы, там, можно ли гулять, вот Катя последний вопрос задала, можно ли, она посмотрела мое видео и решила, что до 20 часов ночи, до 20 часов вечера выходить на улицу нельзя. Я сделала вывод, что то, что мы даже транслируем в прямых эфирах, в своих сторис, оно не всегда воспринимается правильно. То есть если аплодисменты 8, это не значит, что до 8 нельзя выходить на улицу. А человек это увидел так, как он это увидел, и сделал свои выводы. Давайте вот откроем статью сейчас. Девчонки, то есть, смотрите, Иринка, она не сможет читать, потому что она с ребенком на руках и с телефоном, но свое мнение она сказать может. Вводная к статье такая, то есть, что вообще можно делать? И, кстати, это Малышская, да, Малышский СУР. Вопрос звучит, я начну, да, Юль, потом следующий вопрос ты озвучишь. Могу ли я пройти на прогулку или пробежку? Да, то есть людей волнуют определенные вопросы каждодневные, да, кто может выходить, когда, то есть могу ли я. Правительство Испании ограничило свободное передвижение людей с некоторыми исключениями. То есть какие исключения из правила как раз мы будем обсуждать. Миш, привет. Дай бог будет все, bien gracias. Ребят, вы поддержите, потому что я не уверена, нас вообще слышно. Напишите в чате, что вы нас слышите. То есть вы нас слышите, видите, то есть, пожалуйста. Итак, ограниченные передвижения. Вопрос следующий. Могу ли я бежать, прогуливаться по сельской местности? Опять же, смотрите, вопрос не случайный. Например, для меня было странным, что нельзя выйти на набережную. То есть если можно гулять с собаками, я выхожу на набережную, по сути, я же никому не мешаю, там море, там пляж, вроде людей никого нет, я никому не приближаюсь, могу ли я? Нет, не могу. То есть вот именно по пляжу, именно с собакой или без собаки, с пляжей всех гоняют, как мы видим, да, то есть очень много тоже роликов, потому что не разрешают ни сидеть на пляже, не загорать, то есть только вот можно дойти свободно, пройти свободно к продовольственным заведениям, ну, к магазинам, к аптекам, к врачу, то есть можно пойти к врачу. Опять же, гуляем мы только по одному, то есть либо если человек не может сам передвигаться, это я сейчас статью быстро перевожу, то есть если мы гуляем, кого-то сопровождаем, тогда можно, но гулять в магазин вдвоем нельзя. Почему-то так, парикмахерские здесь включены, автозаправочные станции, табачные изделия. Можно купить для домашних животных еду. Интернет-торговля разрешена, к телефонным всяким... Я вчера, кстати, звонила провести своим девчонкам, вот кто переехал сюда 2 недели, интернет, приедут, поставят. То есть, значит, техника можно вызвать на дом. Так... Но силы государственной безопасности все эти перемещения контролируют, о чем тоже вы можете видеть в наших сторис, потому что люди снимают с балконов. Я думаю, динозавра сегодняшнего, который ходит по улицам, и к нему пристает полиция, все получили. Давай, Юль. Как они будут проверять, куда я иду? Вот этот вопрос. Тебе удобно? Да, ну, статья, что-то у меня там толком не открывается. В принципе, ты, наверное, я думаю, все сказала основное, куда можно, куда нельзя. То есть тут... Нет, следующий вопрос задается в статье. Как они будут проверять, куда я иду? И есть ответ. Вот этого я не знаю, как они будут проверять. Там написано, что нужно тебя аккредитировать. Вот у меня сейчас муж выходил по делам и купить... Я ему написала списочек, что нужно купить. Вот торт буду из манки делать, купить манки. Вот русский магазин у нас работает, потому что это продукты. Под домом бодега с винами, с бочками работает, потому что это еда. И бары, рестораны закрыты все, да.
Это... Смотри, что я от тебя хотела. Ребят, опять скажу, да, что мы не готовились и сценарий не прописывали, поэтому немножечко маленькие у нас такие А накладки. как будут проверять, ты говоришь, я не знаю. Если задавай мне вопросы, я тебе конкретнее тут тоже отвечу, потому что тут ты мне, в общем-то, в принципе, сказала по... Так, что у меня тут статья? Так, В статье говорится, агенты и силовые структуры государственной безопасности в течение 15 дней, да, будут конкретно контролировать, могут потребовать документы, которые они считают необходимыми для проверки. То есть реально ли ты имеешь право перемещаться в том направлении, куда ты идешь? Ну, там написано, в принципе, я о чем мы сейчас говорили перед эфиром, о том, что эта памятка, она крутится по Первому каналу испанского телевидения постоянно. Что ты имеешь право? Имеешь право ты пойти к друзьям потусоваться? Нет, не имеешь. Подожди, нет, это следующий вопрос. В кучу мы все не валим. Ладно. Имеешь ты право выйти за продуктами? Да, имеешь. Подожди. Имеешь право пойти в аптеку? Да, имеешь. Угу. Имеешь право сопроводить родственника, если он от тебя зависит, дедушка, бабушка с палочкой? Да, имеешь. Окей. Бегать по улицам имеешь? Нет, не имеешь. Угу. Вот я в лес, как ты говоришь, на море, вот этого я тоже не понимаю. Что, кому ты мешаешь далеко в лесу, где там никого нет, одни деревья? Угу. То есть Тоже я не понимаю, но не имеешь. Угу. Поэтому там Рекомендую. конкретный случай, что ты можешь, что не можешь. Как они будут проверять? Вот непонятно как. Если они тебя поймают, то вот тогда ты это и узнаешь. А пока они тебя конкретно не поймают, видео все то, что посылают людям, это всего лишь видео, это всего лишь там, что полиция ругается, машет, документы берет. Говорят, что всех будут записывать с документами, а потом на эти записи будут присылать штрафы. Окей. Документы. Говорят. Как на самом деле, неведомо. Ну, в сегодняшнем средстве массовой информации 13 человек в Малаге уже получили штрафы до 2000 евро за передвижение без. То есть, если вы передвигаетесь, в статье написано. Я вот статью сейчас цитирую, я хотела, чтобы ты ее процитировала, а потом мы ее... Кругом очень много мемов, вот этот выход с животными, вот ты с собачкой погуляла, уже много очень мемов по WhatsApp, там типа отдаю собаку в аренду, 1 круг 8 евро, 2 круга 20 евро. Или это несчастное животное, которое уже лежат без ног, что я погуляла, вся семья со мной, еще соседу дали. Но этого никто, кто-то это видел. Но это такие же мемы, как вот, пока нет официальной информации, то есть конкретно, что мне тоже он пишет, вот нас знакомых оштрафовали на 200 евро, но это всего лишь тоже слова, которых знакомых мы не видели, полиции мы тоже не видели, поэтому, наверное, да, наверное, так. Но когда твой муж пошел в магазин, то есть он сохранил чеки, которые рекомендуют сохранить? А кто ему об этом сказал? Я ему сейчас только статью послала, и вряд ли он ее открывал. Так вот, друзья мои, сейчас стоп. Вот смотрите, для чего мы сегодня собрались. Да, то есть для чего? Потому что очень много ходит информации, которая просто для того, чтобы ходить. Да, люди, это так человек, наверное, да, устроен. То есть вот я говорю, лишь бы говорить. А для чего мы говорим? Для чего вообще мы собрались? Почему я взяла за основу эту статью? Потому что рекомендация здесь есть конкретная. У меня нет телевизора, я не смотрю Первый канал, поэтому я читаю печатную продукцию. Ну, так вот получилось. Рекомендуется хранить билеты или банковские квитанции, чтобы объяснить ваше присутствие на дорогах общественного пользования. То есть, если вы идете, конечно, надо брать документ, и если вы пошли из аптеки, вот я сходила в аптеку, у меня есть чек, я его взяла, хотя такой привычки не имею. Вот я мужа спросила, говорю, вот я тебе послала статью, ты чеки сохранил, когда он зашел? Он говорит, а что, а то не видно, что я иду из магазина с 2 сумками, полными руки, полная сумок, не видно, что я иду из магазина? Логично. Да, Ирина, давай свое мнение по этому поводу. В общем, я просто поделюсь, потому что вчера, к сожалению, по необходимости мне пришлось выйти из дома, и я вот прошлась по улице, у нас люди идут с пустыми пакетами из Меркадоны.
Притом не просто с пакетом, а именно из Меркадона, что, видимо, вопросов было меньше, потому что у нас здесь курирует машина полицейская. Я конкретно не видела случаев, чтобы они кого-то прям останавливали, выходили и останавливали, но видела, что они из машины говорят, что, друзья, давайте-ка по домам. В общем, разгоняют. У нас громкоговорителем не ездят, но я думаю, что это, скорее всего, потому что мы все-таки живем в пригороде, не в крупном городе, а в пригороде. И, в принципе, у нас народ очень адекватный, очень осознанно подошел ко всем рекомендациям. То есть у нас на улице вообще вот никого, я даже когда с балкона снимаю, у нас прям видно, что у нас вообще никого нету, гуляют с собаками по одному. Вот, поэтому вот все так очень осознанно. У нас в Центре де Салют, это, ну, типа как поликлиника, у нас специально открыли двери, чтобы люди меньше трогали все. У нас вообще, нам отменили все ситы, даже с ребенком, то есть мы должны были... Да, у нас были прием к врачу, запланированный на 6 месяцев ребенка, у нас была вакцинация, нам отменили все, то есть сказали, мы с вами свяжемся. Вчера мне позвонили из стоматологической клиники и тоже отменили мою запись. Вот, так что вот так, поэтому рекомендации, конечно, есть, чтобы все было, ну, какое-то было, в общем, подтверждение. В любом случае, если ты куда-то идешь, если даже, ну, вот сейчас у нас вышло распоряжение, что открыты парикмахерские, но при этом даже если ты идешь, например, в парикмахерскую, у тебя должна быть какая-то подтвержденная запись. Ну, не знаю, как это, СМС или, может быть, по e-mail, в общем, какое-то подтверждение должно быть. То есть ты не можешь просто гулять по улице, и если вдруг тебя остановят, ты такой, о, да я же шел тут покраситься. Вот твое мнение, потому что вот сейчас с Юлей как раз на этом закончили. Вот следующий вопрос как раз идет про парикмахерскую. То есть вот прям конкретно ты поймала этот следующий вопрос, несмотря на то, что ты не видишь текста. То есть вот это отношение людей, потому что я все-таки за то, чтобы мы свое мнение об этом сказали. Вот я иду с Меркадоной, с этим пакетом. То есть кто должен, вот я... Зачем чек? Вот ты же видишь, что я с Меркадона иду. Вот он должен это понимать, вот полицейский, как ты считаешь? Потому что, смотри, наши разговоры о том, что мнения-то разделились. Одни считают, что все, ну, как бы это не страшно, и что, прицепляйтесь ко мне. Другие, наоборот, озабочены. Вот ты как к этому вопросу? Но дело в том, что мое мнение такое, что мы несем ответственность, ну, в данной ситуации не только, к сожалению, за себя, но и за других людей, потому что мы переносчики этого заболевания, и даже если, например, кому-то неважно заболеть, там кто-то говорит, я не боюсь этого вируса, да ладно, я переболею и все, то этот человек может быть просто переносчиком заболевания, у нас окружают пожилые люди, ну и вообще, неважно, дети, вот даже, да, там, груднички и так далее. И поэтому я считаю, что это ответственность каждого человека не только за себя, но и за других. Поэтому мое мнение, что даже если это просто предположить, что это какие-то там политические войны и ничего серьезного нету, в любом случае нужно следовать рекомендациям для того, чтобы просто не подвергать даже панике других. И для того, чтобы у полиции не возникало мысли подойти к тебе и что-то проверить. Ну, то есть мы просто облегчаем работу тех, кто нам помогает. Это У медики, меня это дежавю сейчас, полиция и не так поверишь. далее. У меня сейчас дежавю, не поверишь. У меня это было уже когда-то, вот недавно совсем. Прям дежавю. Я прям тебя слушаю, мне прям аж прям страшно. Я серьезно говорю. Да, я в этом плане, то есть каждый выберет свою позицию, друзья, я тоже не хочу вам ничего навязывать. И больше я хочу сейчас вот то, что сказала Ирина, я хочу перенести это сейчас и на Россию, в том числе, где еще ситуация не такая серьезная, да, ну, как бы не так все контролируют, и пока это еще не пришло, чтобы вы тоже к этому готовились и выбрали как. Ну, мне так кажется, что да, полиция, они и так работают, они находятся на работе, и, может, им совсем не хочется на эту работу ходить, вот, и ходить ко всем приставать, и на всех ругаться, и, знаете, со всеми ссориться, и выглядеть, ну, как бы, да, не очень в таком свете. Поэтому если есть рекомендация, потому что нужно брать чеки, нужно брать... Я даже... Информация пришла, что на собаку надо брать паспорт, что это твоя собака. Да, это вчера вечером откуда-то пришла, я сейчас не вспомню. Но я подумала, мне надо переложить в сумочку для собаки ее паспорт. Видимо, это связано с тем, что Юля сказала, что бедные собаки уже не хотят гулять, а полиция устала гонять с одной и той же собакой 105-го человека. Весь дом гуляет с одной собакой. Поэтому, да, надо... А в паспорте написано, кто хозяин. И если 2 паспорта, свой и собачий, то как раз вас идентифицируют нормально, чтобы обид не было потом.
Так, это что касается... Так, про парикмахерскую химчистку ты уже сказала, потому что следующий вопрос был такой: если я иду в парикмахерскую или химчистку, как это проверить? И рекомендация такая, да, вы должны доказать, что вы были именно там. То есть не надо показывать на свою лысую голову и говорить: вы что, не видите, что меня только что обрили? Или здесь, кстати, написано, если вы несете сумку, фирменную сумку из магазина, вы должны показать чек. То есть фирменная сумка из магазина, которая вот из Меркадона, у меня целый багажник, я исключительно, чтобы не брать пластиковые пакеты, хожу с этими сумками. То есть это не доказательство того, что я иду из Меркадона. Поэтому вы должны это все проконтролировать и позаботиться об этом. Хороший вопрос следующий. Юля, включайся. Потому что когда ты отключаешься, тебя не видно в кадре. То есть как только мы выключаем видео, да, кто-то из вас, то вы пропадаете из кадра YouTube. Это неплохо, но тем не менее. Вопрос такой: если я пойду за покупками в супермаркет, могу ли я пойти один или в сопровождении? Должен ли я ехать на машине или идти пешком? Будут ли очереди? Тут прям целых 3 вопроса. А в супермаркет сказано, что ходить должен только один член семьи, однозначно. На машине или пешком зависит, естественно, от супермаркета. Я полагаю, что логично идиотские вопросы не задавать. А вопрос по очереди, я знаю, что вот если небольшие магазинчики, то у нас уже с субботы стояла очередь в этот магазин. То есть пускают по 5 человек. Я не говорю это о Меркадоне, о супермаркетах супербольших там и так далее. Но там стоит очередь, пускают по... То есть, чтобы в магазине не было большой толпы народа. И платить в магазине желательно картой, чтобы не касаться денег и не касаться кассира. То есть кассир тебе дает аппаратик, и, соответственно, аппаратики картой желательно по возможности. Ходил у меня муж в русский магазин, я его не спросила, но я полагаю, что в русском магазине не было толпы за гречкой, поэтому... А у вас вообще, вот ты из Барселоны, просто ты, ну, даже, ты тоже под Барселоной же, не из большого города, у вас небольшие. У нас 70 тысяч, у нас областной город между Барселоной и Таррагоной. Есть у нас русский магазин, даже 2, но они не русские, они, ну, как всегда, там и румынские, и молдаванские, и все. Я про очереди хотела спросить. У вас большие очереди в магазины стоят? Вот как я из Америки. Вот, то, что как раз по магазинам. Я, как человек наш, я уже в среду вижу, что пахнет жареным, я пошла затарилась. Я ходила 3 дня, чтобы не тащить все большим коробом. Магазин у меня в 5-минутной доступности. И Меркадона, и Бонари, и Бонпрел, и, в общем-то, все. И я ходила с утра, то есть в районе 10-11 утра. Я не видела в эти дни, я говорю вам о среде, среда, ну, четверг максимум. Я не видела никаких особых очередей. Народу было достаточно в четверг много, но это как, в общем-то, в любой выходной, накануне любого выходного дня в Испании, то есть как в субботу с утра, например, там, или в пятницу летом вечером. То есть народ есть, народ тележки набирал, но никаких пустых полок я не видела. Мне прислали страшные картинки, но своими глазами я не видела никаких. Ирина, как у вас обстоит дело? И драк за макароны, за туалетную бумагу. То, что видела своими глазами, было все. Там макарон, может, чуть поменьше, но все равно не пустые полки. Окей. Все у меня в Инстаграме, Хулия Барселона онлайн. Есть в Инстаграме в выделенных сторис у меня постоянный кружочек, который называется «Коронавирус». Вот туда заходите, и все в процессе, в развитии увидите. Хорошо, да. Кстати, и опять же, и Юлин, и Ирин на Инстаграм в описании есть. Я его поставила, в описании на Инстаграм есть. Так что переходите, смотрите. Ириш, что у вас? Как у вас с очередями? У нас, ну, я сразу тоже расскажу, у меня тоже есть специально в закрепленных сторис то, как развивалось у нас, потому что интересно посмотреть. Я сама до последнего прям вот не верила и тоже говорила, что да ну это ерунда. А потом, когда я своими глазами увидела эти самые пустые полки в магазинах, которые присылают картинки, ну, скажем так, паника, конечно, нас не охватила, но такое тревожное какое-то ощущение у нас возникло. Мы живем в пригороде Аликанте, и у нас всего 3 крупных супермаркета на все пригороды, которые есть недалеко от Аликанте. Поэтому
большинство людей приезжают сделать достаточно крупные покупки. И у нас какой-то был день, я точно не помню, на следующий день нас закрыли. У нас были действительно пустые полки, нету туалетной бумаги. Я обошла 4 супермаркета, чтобы купить хотя бы хоть что-то, наскрести по сусекам. У нас заканчивается мясо. У меня муж ездил в день объявления вот этого карантина. Муж ездил в Меркадону с утра до открытия Меркадоны. У нас была очередь в Меркадону. Очередь была с 8 утра уже. Вся парковка в 9 утра – это время открытия Меркадоны. Так, сейчас я секундочку отключусь. Ну, я видела, вот у Иринки я увидела, что осталось у тебя 3 или 4 шоколадки, и я так очень расстроилась за тебя, думаю, что с твоим шоколадом, почему ты не закупила шоколад? То есть это было странно, ну, как бы, да, для меня тревожно, лучше закупиться. Так, друзья, вы понимаете, опять, кто нас сейчас смотрит, неважно, смотрите ли вы нас в записи или вы смотрите нас впрямую, то есть мы сейчас говорим, девчонки как раз говорят о тех мелочах, которые никакой центральный канал вам не озвучит. То есть что первое, ну, если у вас еще не началась вот эта история, то чем нужно запастись, потому что оно почему-то пропадет. Могу сразу сказать, что и вода появилась, туалетная появилась, то есть на следующий день. То есть в панику впадать не стоит, но, может быть, это отличительные особенности Испании. Ну, как говорится, тут совет для всех не дашь. У нас говорят, что народ, не волнуйтесь, продукты будут, и продукты в Италии ситуация такая, что там уже месяц на карантине, и пишут девочки, что продукты есть, что все нормально. В Германии у меня подружка, она говорит, что у них скупили все картошка, макароны, вот такого плана, долгоиграющие продукты, там консервы, это все скупили, а остальное все в магазинах лежит. То есть нет полок, что вообще никакой еды нету, но вот какой-то вот долгоиграющий, говорит, у них скупают мешками, как вот у нас раньше мешок картошки на зиму, у них вот в Германии скупают так мешками картошку, и народ вот таким образом. Ну, у нас вот все есть. Лично я никаких полок пустых не видела, и своими глазами и не видела никакого супер-супер ажиотажа. Ну, отлично. Много народу, но в разумных пределах. Да, отлично. То есть я для зрителей, для своих говорю, то есть чтобы вы просто улавливали из всего нашего разговора такие мелочи, такие моменты, на которые стоит обратить внимание, потому что как бы мы перенесли это с одной, да, у нас была одна история, как это будет у вас, другая, но почему-то, вот кто бы мог догадаться, что люди начнут скупать бумагу туалетную. Ну, для меня это было в последнее, о чем бы, ну, я могла бы подумать вообще. Про картошку и макароны понятно, мы еще с вами пережили в России, у нас были какие-то такие времена в детстве, я помню, когда талоны были и все такое, у нас где-то это в подсознании, на генах есть. То есть как это происходит. По-другому так, подождите минуточку. Маски делают, говорят, из нее. Из туалетной бумаги, говорят, делают маски. Да, давай, мы в прямом сейчас эфире. Давай. Так, да, маски делают. Я сегодня увидела, мне сегодня прислали, кстати, маски. Ну, не видели мы никого в масках из туалетной бумаги. Я буду первая, я сделаю, я даже думаю ролик сделать, как его собирать, потому что они вдруг не всем прислали, чтобы было, потому что я так страдаю, хочу маску поносить и не могу, хожу как этот зомби в платке. Маску сделаю, пришлю инструкцию к производству. Сегодня прислали очумелые ручки. Так, будут ли приняты меры, чтобы избежать скопления людей в супермаркетах? Я думаю, что мы не... То есть разрешено, да? Вот это то, что я сказала, что все в маркет не заходят, стоят в очередь на улице, метре друг от друга. Как зайчики, да-да-да. Я ждала свою собаку, встала между людьми, я не поняла, что они в очереди стоят, если честно. То есть они вот так вот стоят, и я встала, жду собаку, а мужчина ко мне подходит такой, вот так, и говорит, вон там очередь, типа, ты пройди туда-назад. Я такая, раз, туда-сюда, говорю, ой, нет, я собаку жду. Они такие, собаку ждешь, вся очередь такая, собаку, ну, жди. Я такая взяла собаку и думаю, пойду-ка я, то есть, чтобы не волновать народ, который действительно в метре, да какой там в метре, там в 3 метрах друг от друга они стоят. Прям такая колбаса растет. Не, но народ у нас, в принципе, соблюдает. Я с мусором вышла, шли люди с хлебом, шли люди, когда это было? Это было воскресенье, еще воскресенье, не вчера. Шли люди с хлебом, шли люди с собакой, и шла толпа марокканцев, которым не указ. Окей. Больше никого.
Хорошо, вопрос от испанцев. То есть это чисто испанская история, поэтому статья испанская, и очень хороший вопрос, который характеризует как раз вот именно эту нацию. Могу ли я пойти пообедать в доме моей мамы? Потому что Говорят, испанцы нет. Нет, говорят нет, да. нет. Поддержка пожилых людей, то есть, ну, является причиной, но пойти покушать или там пообедать, как вот они любят с семьями, нельзя. И это очень, конечно, грустно. Могу ли я прийти в дом друзей, чтобы взять маски или перчатки? Взять, да, прийти, нет. А То есть как? прийти, взять и уйти. Ну, то есть можно. Через дверь, с метра. С балкона. Ну да. Да, но написано в статье, да, можете, но нужно доказать, что вы пришли конкретно за этой маской. По королевскому указу разрешается ходить в аптеке, где надо сказать, что у нас, кстати, нет масок до сих пор, нет ни масок, ни спирта для протирания. Хотите лайфхак? Да. Ну да, по спирту, да, по спирту уже... Нет, я просто имею в виду, что для протирания рук специальной жидкости просто купить в аптеке спирт и разлить его в пузырьки маленькие с пшикалкой, купленные в китайских магазинах. И шикарное, милое дело. Но говорят, что во многих аптеках спирта нету, но я совершенно спокойно у нас под домом купила. То есть в центре нету, а в райончиках, пожалуйста. Ирина, у вас есть в вашем районе спирт и маски? Да, у нас, честно говоря, с этим проблем вообще не было, даже когда у нас была проблема с мясом и с туалетной бумагой, проблем со спиртом и вот с этими дезинфицирующими средствами у нас, в принципе, не было, то есть всегда все было в наличии. Единственное, что я наблюдаю тоже, сейчас очень много людей ходят в латексных перчатках или в перчатках, в которых покупают фрукты, овощи, вот эти вот прозрачные. Вот, и, конечно, ну, с одной стороны, как бы, вроде как правильно, а с другой стороны, это немножко смешно, потому что в этих перчатках они держат свои мобильные телефоны, вот, которые потом, естественно, я не знаю, там, дезинфицируют они их или нет, но, во всяком случае, такое немножко, как бы, с одной стороны, вроде как все перестраховываются, а с другой стороны, самое страшное, что может быть переносчиком, они как раз-таки и держат в этих перчатках. Ну, кстати, рекомендацию про протирку мобильных телефонов я тоже слышала. Да, я протираю себя, ребенка, муж не дался с телефоном, а себе, ребенку я спиртом протираю. Экран нет, а вот все остальные поверхности, боковушки, сам этот самый вот этот, который... Понятно, да. Экран я просто протираю, потому что я не уверена, что экран можно спиртом протирать. У меня есть для экрана специально вот эта спиртовая штучка для протирки компьютеров. Я просто спирт купила, но когда я покупала в аптеке спирт, я купила, это был 70%, потому что аптекарь в одной аптеке мне сказал еще до того, что спирт 96% не годится для дезинфекции. Он вроде бы логично, что чем больше, тем лучше, но он сказал нет, спирт 96%, он для массажей или его нужно разводить водой. То есть спирт для дезинфекции это 70%. Ну, вот, видите, тоже я не знала об этом. В другой аптеке мне это не подтвердили, когда я их спросила. Они говорят, мы не знаем. Ну, вот, за что купила? Ну, вот у нас нету ни спирта, ни перчаток, они все смеются в аптеке, прям стоят запечатанные вот так вот сами в целлофане, в масках и так. И когда я спросила, есть ли маска и спирт, мне сказали, нету. Я говорю, а когда-нибудь будут? Они сказали, не знаем, и смеются. Я думаю, ну ладно, весело, пошли дезинфицироваться чем угодно. Мне советуют купить водки. Я говорю, водка это дорого, я ее еще и пить начну, вот оно мне надо, поэтому буду ждать аптечный спирт. Так, можно ли бегать или заниматься спортом? Вот это к Ирине как раз вопрос будет самый четкий. То есть вот как, я бегаю с утра до ночи, только себя заставила. Думаю, дай-ка буду бегать, только втянулась, а тут на тебе сиди дома. Хорошо, что ты хоть выложила эти упражнения, теперь можно заниматься хотя бы по твоей системе. А вот так вот бегать как, можно или нет? Нельзя вообще, это просто как способ выйти на улицу, потому что люди вдруг заделались такими спортсменами, что им вдруг срочно нужно, они там все, в общем, используют люди, не знаю почему, но используют каждую возможность, лишь бы только выйти на улицу, точнее, я понимаю, почему они это делают, но
все-таки я призываю включить немножко голову и все-таки выдержать карантин, потом будет легче, и потом бегайте каждый день, и будет все очень здорово. Но я прекрасно понимаю людей, потому что находиться на карантине, это значит, что, ну, такая обездвиженность, то есть дома ты особо не побегаешь, потому что даже на лестницу, на лестничную площадку не рекомендуется выходить. То есть я вот смотрю, например, истории наших блогеров, и я вижу, что девочки бегают, выходят в подъезд и бегают просто по своей лестничной площадке наверх-вниз, ну там несколько раз, так, чтобы хоть как-то заниматься. Вот, это тоже нельзя, потому что подвергает опасности соседей. Во всяком случае, это, ну, как бы, это рекомендации государства, как там, на самом деле, понятно, что навряд ли кто-то там, ну, хотя... Слушай, у меня сегодня была такая история, я иду, а у нас же подъезд уже мыть не ста, у нас же есть уборщица, которая моет подъезд, а сейчас ее нет, я смотрю. И я думаю, я что-то, знаешь, это сейчас только у меня возникла мысль, что вместо того, чтобы бегать по этажам, можно одеть маску, перчатки, взять и начать мыть подъезд, потому что его же никто не моет. Но кто-то же, у меня была такая мысль, я думаю, помыть то ли свою площадку, ну, то есть не ради того, чтобы походить, у меня собака есть для этого. Но я думаю, наверное, надо помыть, еще у меня мысль идет такая, так, а ручки я должна протереть, ну, вот как хорошая уборщица, ну, ради вот гигиены или не должна? А потом думаю, ну, вот у меня мысль так развивается, думаю, ну, вот я буду мыть подъезд, ну, как бы люди скажут, о, у нас новая уборщица, наверное, или чего. То есть у меня мысль такая возникла, а сейчас я думаю, что надо прямо ее осуществить. Если хочется, ну что, вода есть, там моющие средства, берешь и моешь. Как вы думаете, меня У нас, порежете? кстати, в нашем подъезде мы как раз-таки чередуемся с соседями и моем лестничную площадку. У нас есть расписание, каждую неделю кто-то из соседей намывает лестничную площадку, потому что у нас нет уборщицы. Вот, и мы передаем, то есть, допустим, неделя наша очередь, мы все помыли, и в понедельник следующей недели мы оставляем ведро со шваброй под дверью следующих соседей, вот, так что мы сами моем. То есть эту неделю вы моете, то есть нормально у вас уборка Ну, налажена? эту неделю нет, но вообще, в принципе, да, то есть вообще действительно у нас идет вот такой вот, мы постоянно чередуемся. Угу. Ну, у нас также. То есть у нас уборщица пропала, думаю, может быть, мне на себя это взять, заодно подвигаться. А что, пока я пройду 5 этажей вверх-вниз, и вроде как и дело доброе сделала, и попу покачала, то есть все нормально. Причем еще, если это заснять на камеру, скажут, ну все, привет. Теперь все риэлторы пошли в уборщицы, а что, бесплатно, причем, и это даже очень почетно, я думаю. Ой, ужас какой. Слушай, ну не знаю, у меня мысль это посетила, помыть подъезд, а то вдруг кто-то другой додумается. Так, могу ли я вывести собаку в паре? Ну, это легкий вопрос, конечно. Ну, простой, он, понятно, уже, наверное, отвеченный, да, на него. Ну, ты ж с собакой. Ты собаку отвечаешь. Давай. Я одна. Не можешь. Да. Так, если состояние... Притом даже Да. в магазин может идти только один член семьи. Вот так вот. То есть совместные походы в магазины тоже не рекомендуются. Ну, скажем так, даже запрещены. Запрещены, да. Вот следующий это был вопрос, ты опять раз и перекинула. Как ты это читаешь в голове? Следующий вопрос, и ты хорошо на него ответила. То есть, что можно ходить только по одному. Если мой ребенок прилетает на самолете, хороший вопрос, я почему-то его пропустила, когда читала статью. У моей подруги сейчас ребенок летит, да, и то есть вопрос как раз, если моему ребенку удастся сесть на самолет, ну, то есть и прилететь в мой город, могу ли забрать его на машине, могу ли я приехать одна или могут оба родителя? Ну, понятно, что, наверное, один, если можно. Как вы думаете, девчонки, можно забрать? Логично. Или пусть там добирается? Пешком. Нефиг шастать во время карантина. Желательно, конечно, чтобы взял такси, по возможности взять такси, но если такой возможности нету, или там нужно найти ребенка, там, я не знаю, может быть, там не разговаривает по-испански, в общем, никак не может добраться, в общем, неважно, какие ситуации, в принципе, да, можно встретить своего ребенка, но это можно сделать только одному члену семьи. То есть просто приехать, встретить и забрать, отвезти. Что происходит с бездомными людьми? Вопрос прям убойный. То есть вот люди, которые бездомные, им негде жить, они лежат где-то. Я видела Машу Зорину, ну, тоже блогер, не знаю, смотрите вы ее. Она тоже в Барселоне живет сейчас, в Барселоне, да. И она говорит, прям валяются везде люди.
У нас вчера говорили об этом по телевизору, именно по каталонскому, о том, что будут строить, вот я только не помню, строить будут или уже выделили помещение как раз вот для этих бездомных людей, конкретное помещение, там не сильно намного, там вот что-то, не помню цифру, но, короче, для них построили, выделили помещение, куда их будут вот устраивать. Да, так и написано. По Барселоне. Да, и в статье написано, что муниципальные службы должны сопроводить их в центре приема, да, где вот они там все будут находиться это время. То есть им тоже нельзя ни в коем случае валяться. Эта категория тоже будет с улиц убрана. Ну, я не видела, конечно, потому что мы не гуляем нигде, мы дома тут все сидим, как сознательные эти самые граждане. Хороший вопрос, испанский, чисто испанский. Могу ли я пойти и купить лотерею? Нет. Самый вопрос, который нужно... Она закрыта, лотерея. Пойти можешь, но она будет закрыта, потому что это не предмет первой необходимости. Ну, это для нас, а для них-то первый. Нет, но и для них тоже открыты магазины, аптеки для корма животных и, ну, вот еда, именно магазины еда. Все, остальное закрыто. У меня до сих пор спрашивают, а могу ли я приехать в Барселону? То есть не сейчас, а дня 3 назад. Я говорю, вы физически не приедете. Угу. А если приедете, что будете тут делать, когда все закрыто? С балкона смотреть отеля? Ну, все верно, да. То есть вот такие были вопросы в статье, то есть мы их обсудили. Ребят, опять же, еще раз скажу, что у нас такой пробный шар был, если вам это интересно, потому что я вопросов не вижу, но у нас в прямом эфире не так много людей, я думала, что будут люди, потому что все дома сидят. А ты сохрани прямой эфир, потому что вопросы будут конечно, потом. Нет, прямой эфир 100% будет сохранен на канале, и я знаю, что люди будут смотреть, я знаю, что это время не совсем удобное для основных наших зрителей, россиян, которые находятся в большей части в России, скорее всего, и так как у них там не такое положение, как у нас, дома не все сидят, поэтому, конечно, этот эфир будет смотреться дальше, поэтому я обращаюсь к тем, кто у нас сейчас в эфире смотрит, а нас смотрят, даже, представляете? То есть если у вас есть вопросы, задавайте, потому что еще 5 минут мы будем в эфире. То есть если не будет вопросов, мы, конечно, через 5 минут закроем эфир. Девчонки, вам огромное спасибо, правда. То есть я так рада была вас видеть. Ну, кого-то не первый раз, кого-то первый, потому что вот Иринку я вообще, вот так вот в таком виде. Я безумно рада, что мы познакомились, что вот... Взаимно. Не было бы счастья, как говорится, спасибо коронавирусу. То есть за все нужно... Я бы со своей стороны сейчас вот по заставочкам сказала, что, друзья, ну не надо, главное не поддаваться панике, что бы это ни было, правда? То есть что бы это ни было, политические ли это игры, реально это угроза. Мы с вами об этом не узнаем, пока мы это как-то не перенесем или еще что-то. Ну, то есть мы вынуждены жить в том, в чем мы есть и в чем мы находимся. Каждый день он очень ценен для человека, для человечества, для семьи, для наших близких. То есть каждый момент мы должны проживать так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни. Кто сказал? Не я, процитирую. Но не впадать, потому что я сейчас вот для себя... Я просыпаюсь, естественно, я одна с собакой, да, у меня нет рядом человека живого, да, которому можно там упасть на грудь или как-то его обнять, поддержать. И, опять же, я обращаюсь к своей аудитории, тех, кто по той или причине одинок, да, ну, то есть живет один. И, конечно, состояние паники, оно присутствует. Как бы мы ни хотели, какими бы мы сильными людьми не были. Да ладно! Я говорю сейчас про... Нет, я не говорю, что нужно впадать. Я говорю, вы же меня видите, я же не то, что пишу там, и вы переживаете. Нет. То есть вот благодаря тому, что есть поддержка, благодаря тому, что я думаю, давайте я так скажу, а вот о конкретной ситуации, вот это мне помогает сдерживать, потому что мы все люди, мы не железные, мы живые. И, ну, то есть вообще цель моей встречи с вами, как с живыми людьми, да, не просто с подписчиками, а с людьми, которые дают также мне энергию, вашу энергию. И вам огромное спасибо, и вам, и тем, кто нас смотрит. Вот я говорю сейчас про себя. Вот и почему я хотела и вас тоже спросить, потому что у Иринки, у нее ребенок маленький. Это же тоже, ну, как бы, это тоже определенное состояние, это тоже определенный человек в той ситуации, в которой ни я, ни Юля не может. Вот как ты это переживаешь, как мама это переживает. Вот это, ну, важно, нужно, и кто-то ищет этот ответ.
Не будет? Ну, нам, конечно, немножко тяжело, потому что с родителями не получается увидеться из-за всей сложившейся ситуации. В этом плане, конечно, тяжело, потому что очень хочется и им нас увидеть, и нам их увидеть, и обнять, особенно в такой ситуации. Конечно же, они очень переживают, хотя они смотрят также мои истории, они видят, что мы ни в какой не в панике, что на самом деле все нормально, мы просто дома сидим, но все равно переживание за свою кровинушку, оно всегда есть. Я особенно сейчас это только поняла. Вот, хочу сказать, что, конечно же, не надо впадать в панику, но мое мнение, что все-таки нужно ситуацию воспринимать серьезно, потому что многие люди относятся к ней немножко, ну, как бы смеются, да, особенно когда они не видели своими глазами людей в масках, пустых улиц, пустых полок и так далее. Люди смеются и говорят: ой, да ладно, вам нечем больше заняться в Испании, как вот только хайпить на ситуации. На самом деле это не так, и действительно, если человека некому поддержать, если нету какой-то поддержки и достоверной информации, то, честно, вообще то, что видишь вокруг, наводит немножко такие тревожные мысли. Вот, поэтому панике поддаваться не надо, но все-таки рекомендации выполнять, мое мнение, надо. Да, я придерживаюсь. Люда нам пишет: привет, девчонки из Мурсии. Хорошая идея. То есть, видите, кому-то мы, пускай нас немного, но мы кому-то тоже все-таки помогаем. Крепкого здоровья и без паники. Спасибо, Люда, спасибо за поддержку. Так, продолжаем еще. А я считаю, что нужно относиться вообще философски. Раз оно случилось, то случилось. И искать положительные моменты, потому что они тоже есть. Для кого-то, кто вот один, например, как ты, для кого-то это, возможно, вариант перезагрузки, что никто тебя не трогает, у тебя спокойное, свободное время, просто сесть и что-то вот поискать, что-то это самое, то, до чего никогда руки не доходили. Просто лечь и полежать, подумать о тщете всего сущного. Но кто дома с семьей, как вот у меня кантуют, мне перезагружаться некогда, потому что мне просто не дадут. Ирину, я так полагаю, тоже. Вот, поэтому тут можно найти все равно много работы, которая откладывалась постоянно. Или тоже книжки кому-то прочитать, какое-то кино посмотреть, которое давно, курсы. Мне пишут многие, что они купили давно какие-то курсы почему-то, и никогда у них не хватало на это времени. Курсы поучить что-то, то, что ты хотел давно. Вот у меня по фотографии тоже то, что я хотела давно посмотреть. А вдруг у меня получится? Потому что даже сидя дома 24 часа, не получается этого сделать, потому что то там помой, тут приготовь, тут тебя покантовали, 3 прямых эфира в сутки проведи, и потом уже времени нету. Вот видите, паниковать уже вообще нету, поэтому... Юлька, ну тут вообще вопросов нет. То есть, друзья, смотрите, поэтому мы и здесь, и поэтому мы разные, потому что у каждого своя жизнь продолжается. То есть ничего, на самом деле, все в голове. То есть я об этом постоянно говорю. И опять же, как человек верующий, да, у меня есть поддержка, ну как бы, да, такая духовная, мы общаемся, не перестаем с людьми общаться. Конечно, есть человеческий фактор, но есть жизнь. То есть если мы ее видим вот так наполненно и насыщенно, то нам ничего не грозит, я думаю. Я вам безумно благодарна, правда, обеим, при всем при том, что вы так загружены, и то, что мы не общаемся с вами, ну, да, Юль, мы с тобой не общались года 2, да, наверное, вообще никак. Не знаю. Ну, как-то вот так, да. Не важно, я тебя смотрю иногда. Нет, да, я когда говорю, мы с тобой не общаемся, люди... И Ирину тоже смотрю иногда, когда время есть. У нас потрясающий, смотрите, у нас есть потрясающая такая история, то есть мы знакомы друг с другом, то есть мы друг с другом знакомы, несмотря на то, что не было, и это большой плюс интернета, то есть это большой плюс, опять желание людей общаться друг с другом и видеть друг друга, и это очень это большой такой плюс, это так здорово, ну вообще, вот для меня... И хотела тоже сказать, что на самом деле действительно очень сплотила ситуация людей, потому что блогеры друг друга очень поддерживают вот в этой данной ситуации, и мы действительно, когда читаем посты друг друга, какие-то переживания, смотрим истории, мы друг друга все равно поддерживаем, комментируем и действительно стали больше общаться, поэтому, ну вот, что не делается, все равно какие-то плюсы в ситуации есть. Я вот согласна на 100%, и причем я еще одну, как риэлтор, да, то есть как риэлтор, я увидела
для меня открылась еще одна вещь, что люди, которые, опять же, позиционировали себя как блогеры, риэлторы, ни одного поста ни у кого, все пропали. То есть нет продаж, все ушли, вообще их нет, просто куда-то раз и делись. И для меня это было тоже немножко странно, потому что я за многими наблюдаю, ну, в силу профессии и всего. То есть и люди, я такая подумала, ой, опять, ну, не такая история. То есть я вообще благодарю блогеры, да, правильно сказала Иринка, что блогеры друг друга поддерживают. Вот сейчас как раз время и показывает, да, кому что и почем и почему. Мне так Так кажется. что не волнуйтесь, хотя Испания границы закрыла с этой ночи, и хотя Евросоюз грозит закрыть границы, но я надеюсь, что все-таки к сентябрю, к самому замечательному времени в Испании у нас все наладится, и то те, кто не приехал, они еще смогут приехать, все исправится, и перевернется и на нашей улице грузовик с пряниками. Поэтому Все, пошли пряники, ждать будем верить в пойдет лучшее. пряник, засада грузовику с пряниками. Девчонки, спасибо вам большое, спасибо всем, кто Спасибо тебе, что Спасибо. пригласила. нас, Да, пожалуйста. спасибо большое. Тем, кто нас смотрит, ребят, спасибо большое. Сразу под описанием первыми строчками канала девчонок. Мишань, жалко, конечно, что ты не пришел, то есть, ну, наверное, не смог. Поэтому все, смотрите нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Я думаю, мы будем их просматривать и там свои оставлять. Все, люблю. Пока-пока. Пока-пока. Сейчас я выйду.